Здравствуйте, дорогие друзья! Лето продолжается, но и нам неохота сидеть дома, поэтому, когда такая есть возможность, садимся в машину и едем, куда глаза глядят. Вот и сейчас мы в пути и по дороге остановились в небольшом городке, в котором есть водоем, и немножко проведем время на берегу, отдохнем и расскажу вам немножко об этом месте. Мы здесь бывали и в прошлом году, у меня есть видео, ну и в этом году посмотрим, что же здесь изменилось. Я вот прохожу мимо берега, показываю вам, как выглядит этот водоем в этом году, именно как пляж. Вот, делайте выводы сами. Я уже в нескольких таких местах была, так что сравнивайте. И смотрите, где лучше, где какие условия. Я сейчас зайду вот на этот мол и пройдусь вдоль воды, поговорю немножко с вами и отдохну от... Ну что, друзья мои, могу сказать, что вода, мне кажется, почище, чем была в прошлом году, но до идеала еще далеко. И в прошлом году, когда мы здесь были, было такое ужасное жарище, что тяжело было вообще здесь выдержать. Сегодня мы нашли место в тенечке под деревом, посидим немножко и отдохнем на фоне водички. Ну что поделаешь, если негде купаться. Конечно, для меня это тяжело, я купаться очень люблю, но здесь как-то стрёмно все-таки. Вот люди себе взяли лодочку, плавают. Там тоже плавают люди. Вот здесь кто-то плавает, а там целый пункт, где можно взять на прокат и велосипеды, и байдарки. Но мы брать не будем, потому что мы сегодня ограничены во времени вообще. Нам уже надо потихоньку собираться. Жалко, конечно, что времени у нас сегодня не слишком. Может, еще приедем сюда когда-нибудь вот так вот посидеть, потому что все-таки возле воды по-другому себя чувствуешь летом. Ну и хочется так немножко, ой, чтобы меня шляпу не сдуло. Вот так смотрю на этот пляж, и какое сейчас светит яркое солнце, и скажу вам, что здесь должны все-таки поставить какие-то тенты и грибочки, потому что, видите, кто-то себе принес зонтик, а вот так, если без зонтика, мы вот там под деревцом сидим, но вот так, чтобы на песке сидеть и наслаждаться водой, все-таки должны здесь что-то поставить, потому что жариться это невозможно, и люди приходят с детьми, поэтому вот этот минус, что на пляже нету никаких тентиков. Ну и, конечно же, если люди приходят на пляж, хотят где-то что-то покушать, и также есть какие-то лавочки, но на этой лавочке не покушаешь, поэтому нужно, чтобы было пару мест таких, где можно сесть, культурно поесть, чтобы был мусорник. И ну, вот это для культурного отдыха, конечно же, немаловажный факт. Потому что так люди будут мусорить. Ну, неудобно. Вот на другом озере мы были. Обязательно посмотрите. Я, если смогу, оставлю вам в комментариях ссылочки под видео. Вот там очень классно придумано, потому что есть пляж и есть столики под зонтиком, под грибочком. И там можно нормально покушать. Хотя место, отведенное для пляжа с песком, тоже без каких-либо тентов. Вот это тот минус, потому что жарится, ну, особенно с тем солнцем, которое сейчас, не слишком приятно. Я еще раз повторюсь, особенно если люди приезжают с детьми. А там дальше вокруг озера такая тропиночка для велосипедистов. У меня никогда нету времени, чтобы там пойти и до конца вам заснять. Сегодня мы сегодня с кем-то договорились, поэтому нам надо убегать. Вот так не люблю приезжать, чтобы что-то меня временем подпирало. Вот такой этот пляж. Я сейчас этой перспективы вам покажу.
Смотрите, как классно здесь покошена трава. И вот на этом месте действительно можно себе делать пикник. Вот под деревом люди сидят. Очень классно. Вот там кто-то палаточку даже разложил. Это, конечно же, большой плюс. Вот про эти лавочки я вам говорила. Но на них не слишком не покушаешь. И даже нету спинки сзади. Так что это только так присесть. Посмотрите, видите, у каждой лампы солнечная батарея. Так что раз установили, и потом денег на электричество тратить не будут. Не знаю, ли это гибридное устройство. Вот еще с этой перспективы. Там вдалеке имеется кафе-бар, то есть мороженое, кофе, чай можно попить. И там есть зонтики. Не помню, говорила ли вам сегодня, эта местность называется Блоховня. Возможно, некоторым это будет интересно, потому что иногда вы спрашиваете, а где это место находится, а где это. Так вот, эта местность Блоховня находится в Силезском воеводстве. Поэтому забивайте в поисковик и смотрите, кому интересно. Мы отсюда уже будем потихоньку убегать, но у нас сегодня в планах еще в путешествии посетить несколько мест, поэтому не переключайтесь, я еще сегодня буду для вас снимать и рассказывать. Вот посмотрите, там находится пункт, где можно взять на прокат байдарочку, водный велосипед, еще какую-то лодку. Я не буду туда заходить смотреть цены, но возможность такая есть. Так что если не купаться, то хотя бы прокатиться. И еще скажу вам одну вещь, что очень часто во время наших путешествий по дороге попадаются такие неожиданные красивые изюминки, что просто невозможно не остановиться и не заснять. Посмотрим, как у нас получится сегодня, так что не переключайтесь. Вот мы уже уходим, здесь показываю вам информацию об этом прокатном пункте. Видите, весь этот инвентарь находится в таком, как сказать, на таком складе. Мы решили заправиться и около заправки заметили вход вот в такой костел. И решили зайти, потому что всегда во время наших путешествий мы показываем вам разные костелы, в каждом из них есть какая-то изюминка и что-то интересное, поэтому никогда не пропускаем такой возможности, если она и есть. И вот мы не ошиблись, посмотрите, какая интересная территория. Я бы обратила свое внимание на туи, которые, посмотрите, как интересно пострижены. Я думаю, что это способ, в который они их стригут, в такие тубы, я не знаю, как это даже назвать, но раньше я такого не видела, и они создают такое впечатление, что мы находимся где-то, наверное, в Италии. Посмотрите, как красиво обстрижены эти. Или это такой сорт, кто знает, обязательно мне напишите. Возможно, это такой сорт, если они так растут все ровненько и вот в таком, как бы сказать, цилиндричной форме. Посмотрите, как это классно смотрится, если посадить их вдоль аллеи. И вот здесь я вижу такая спиральная тоже, как бы, не знаю, не туя, но вот такое растение. Посмотрите, как красиво оно стоит около столба и как будто бы змейкой вьется. И очень классно продумано, что вот между такими высокими такие маленькие шарики растут. У меня, кстати, они тоже растут в саду, очень красивые. Посмотрите, как это все, какое создает приятное впечатление. Я вот не могу удержаться и иду вокруг костела. Смотрите здесь, как они обстрижены. Вообще, как геометрические фигуры. Мне очень лично нравится. Мы еще заметили, что на склоне посажены фруктовые деревья. Посмотрите, здесь уже доспевают яблоки. Это просто прекрасно. Маленькие деревья, но уже столько плодов. И травка тоже здесь подстрижена.
Наша следующая остановочка произошла вот возле этого места. Мы заметили такой заборчик и решили остановиться. Здесь вот такой, как бы сказать, такая фигурка и вот такой необычный заборчик для такого жилого помещения, поэтому мы решили посмотреть, что же это такое. Просто такие, как бы сказать, огромные ворота. И там вот дальше такой терем, я бы его так назвала. Постараемся обойти, но вот я думаю, что это не жилой дом. Что-то мне здесь как бы, ну, чего-то мне здесь не хватает для жилого дома. Видите, даже фонарики вокруг, ну, на заборе там вы видели, да? И вот постараюсь вам в приближении показать этот терем. Вот такое крыльцо, а-ля деревянный дом. Я думаю, что это только облицовочка. И такой огромный двор. Но следов обитания я не вижу. Вот мы идем вдоль заборчика, заборище. Видите, везде лампы. И подходим ближе к этому дому. С другой стороны, чтобы все более детально рассмотреть. Как вы считаете, что может быть в таком доме? Вот посмотрите, там под навесами стоят какие-то повозки. И еще такие старенькие. Вот, видите, мини-кареты такие. И что же здесь может быть? Все забито досками, никого нету. Вот. Но дрова, вижу, сохнут. Единственное, что здесь вот стилями немножко ошиблись. Одно к другому не везде все подходит. Хотели сделать шикарно, но мне что-то здесь как бы, у меня такой какая-то диспропорция, дисбаланс какой-то здесь у меня в этой задумочке присутствует. Но о вкусах не спорят. Видите, в окнах там видно, что никто здесь не живет. Окна не мытые. И внутри видно, что-то там стоит, какие-то коробки. И вот интересно, никакой вывески нету, что бы здесь могло быть. На этом я буду прощаться с вами. Всего вам самого доброго. Спасибо, что были до конца. Обязательно подписывайтесь, комментируйте и возвращайтесь. Жду вас с нетерпением. Пока-пока. До новых встреч.